И всем привет. Я нахожусь на китайском сервере, у нас здесь третья неделя слияния уже подходит к концу, заключительная. Это чтобы для понимания, какой день сезона. И у нас здесь продолжается исследование вселенной второго сезона. И я думал, что оно будет таким рутинным, так же, как и в первом сезоне у нас, да, плюс там поборолись мы немного по времени на рейтинг, чтобы получить титул Владыки Вселенной. Но, во-первых, кстати, да, Владыка Вселенной здесь остался. И он уже, получается, второго сезона, то есть награды здесь не изменились. Но режим серьезно переработали. Во-первых, смотрите, сколько здесь кораблей с бафами. Причем требования к героям, которых мы здесь размещаем, уже изменились. То есть, чтобы получить оба бафа, нужно действительно иметь много героев. Здесь у меня вообще никто не подходит. Допустим, в этом кораблике у меня подходит только Хахадир. Сейчас я нажму на него. Вот, только Хахадир. И причем он дает только один баф. То есть на 2 бонуса он не тянет. И так много где еще. Корабликов много, и тут их пройти на самом деле мне было сложно. Вот с этим этапом я попотел. Тут были Эргандеры, Митрасия, Гуля и Тамар. И пока я тут связь стихий не вкачал, я не мог их пройти. Достаточно сложно было, то есть они много урона наносят, ну такие мерзкие. Это ладно, в общем здесь больше бафов. Больше этапов, видим, что 16, было их, по-моему, 8. Так мало того, здесь еще вот эти этапы сильно тоже претерпели изменения. Первые 9 я уже прошел. На 10-м у меня появились проблемы. Даже имея все бафы, пускай не максимальные, кроме одного. Смотрите, что здесь за этап. Первый этап — это вампир 300 уровня. Но у нас еще есть второй этап, и здесь уже скелет 300 уровня. Так, связь стихий. Связь стихий у меня вот такая. Так как я тут пропустил, неактивно играю на этом сервере, на китайском я имею в виду, времени не хватает. Связь стихий у меня плохая. Для льда, света, связи стихий у меня здесь на 8 снижение урона на 16% прокачано. Я взял сначала снижение урона, потому что с выживаемостью были проблемы. И давайте посмотрим, что за этап такой. Ну, понятно, что два босса, так мало того, они идут один за другим. И плюс, насколько я понял, энергия и статусы, в том числе там, здоровье, они сохраняются при переходе. То есть, как мы закончили, так мы начнем. Давайте посмотрим. Вампир у нас типичный вампир последней сложности. Бьет он достаточно больно, снимает нам здоровье максимально. Так, я хотел сохранить энергию на следующего босса. Но возможно, что без использования навыков, да, они не справятся. Тогда я шинну использую, а Зорока оставлю. Хотя бы Зорока. Хотя мне, конечно, нужны были они. Видите, да, что энергия сохранилась? Я, наверное, сразу ультану Виньяры. Подождите, а как он ее... А, он в шину стрелял. Я хотел, конечно же, туда поставить Виньяру. Это была моя ошибка. И, возможно, из-за этого я здесь не пройду. А может быть и пройду. Так, заметьте, это только 10 уровень. То есть будет еще 6. А у меня уже здесь есть какие-то проблемки. Да, у меня новичковый аккаунт бездонатный в Китае, естественно. Было бы странно, если бы я донатил еще и в Китай. Ой-ой-ой-ой-ой. Только я обрадовался, что я пройду, но я не прохожу. И давайте изменим расположение Виньяры. Но так как у меня новичковый аккаунт, но все-таки второй сезон, я успел здесь уже и пробуждение сделать, видим, да, и хороший тут шмот набил, и артефакты у меня есть. Но я не справляюсь. Давайте попробуем еще раз. Вообще, давайте пройдем весь режим. Я имею в виду, посмотрим, как выглядит, во-первых, испытание. Во-вторых, как выглядит обычный режим, вот этот, который мы сейчас играем. Так, по-моему, я сейчас не переживу, потому что у меня не прошло ослабление. Но за счет бафов с кораблей у меня здесь появилось бессмертие, поэтому я прошел. К сожалению, я ультанул рано. Баф я не сниму. Атаки. Но может быть за счет того, что у меня есть баф защиты. А, нет, успел.
10-й этап прошли. Также, по-моему, в нашей версии, то есть на первом сезоне, не было вот такого меню, что мы можем сразу перейти к следующему противнику. Здесь оно есть. Если у нас не было, то здесь оно уже есть. 2 Хвитар. Тут команда, видим, что чисто на урон. Она, скорее всего, промежуточная, то есть такая, не прям сильная. Сейчас мы это увидим. Хотя урона по нам вносят уже немало. Вот так вот. Если честно, я даже не знаю, что, что здесь делать. По крайней мере, таким составом, как у меня. Надо контролить. Я думаю, что надо контролить. Было бы логично это делать. Бумс. И бумс. И бумс. И бумс, и бумс, и пдыщ. Давайте посмотрим, что я смогу сделать в 2. Так вот. В 3 героя поддержки и в 2 уронщика. Также я буду распределю на 3 урон. Так, кто быстрее? А, они, в принципе, обе одинаково. За счет щитов, у него жилетка есть, я хочу попробовать снизить урон, чтобы выжить. Мне нужно чисто выжить. И у нас это получается сделать. Но я обращу внимание, опять же, что сложность повысили. И это здорово. И это здорово. Хоть какой-то интерес есть. Уже в обычном режиме. Так, здесь у нас, я так понимаю, представляют опасность Фелисити. Попробуем вернуть вместо Виньяры Зорака. Зря я поставил Белдель вперед. Но за счет бафа с корабликов она выжила, потому что есть бессмертие. Так, здесь у нас Хахадир, причем не один, причем их 3. То есть они будут очень сильно поднимать атаку с боевого. Плюс сами должны урон наносить. Но получилось, что они заметно слабее, чем команда с сушами. С сушами. Так, кто у нас здесь? Горение. Ой, с Ашетиусом во главе. Плюс 2 Хульдерга. Хульдерги это тоже проблема. Я поставлю Билдель подальше, чтобы ее не задевали. А вот с Ашетиусом надо что-то делать. Он у нас очень сильный урончик, по крайней мере, когда он у нас противник. Но он не успел показать свою силу, потому что мы первые показали свою. И, к сожалению, после этого благополучно приуныли. Не, ну без героев поддержки они, конечно же, не справляются. Кое-как, кое-как. Я потерял в них веру, а зря. Ребята надежные оказались. Так, Гардусы. Это уже прям как в феях. Как последние этажи в феях. Так это только одиночный, в смысле, обычный режим. А уже сложность как в феях. Это интересно. Сейчас нас начнут бить и контролить. Бумс. Но урон вроде бы не такой сильный, как в феях. Ну и плюс у нас сильная команда достаточно. Поэтому с первой попытки на авторежиме мы тут без всяких заморочек проходим. Но это только обычный режим. 15 этаж и теперь 16. Я так понимаю, сейчас нас ждут еще 2 босса. Гарпия, а может быть 4. Нет, 3 босса. Вы понимаете? Гарпия идет, вампир и жаба. Все 300 уровня. Это замечательно. Но боссы такие, что вот да, если бы тут скелета добавили, была бы действительно проблема. А вот с этими 3... А, кстати, я же вампиру не добавил Виньяру. И возможно, что проблема все-таки будет. Тем более они высоких уровней.
Так, я здесь пока что уберу. Чтобы мы потихонечку набрали энергию. Для того, чтобы быть готовым к вампиру. Интересно, переживем, не снимая бафы? Да, пережили, причем спокойно. С запасом. Тогда я все-таки был прав, да. Набор боссов мог бы быть посерьезнее, поинтереснее. Возможно, что он будет в режиме испытаний. То есть сюда вот одного скелета добавить под конец, либо в серединку, и уже начинаются проблемки. Либо повысить уровень еще выше. Не 300, допустим, там 330 какой-нибудь такой. В общем, фантазия. Тут полет фантазии важен. Итак, мы прошли обычный режим. Бафы у нас такие. Обменник, кстати. Обменник у нас немножечко изменился, потому что пыли стихий стало больше. Насколько я помню, у нас их было 10. Ой, 15, по-моему, а сейчас их 30. Поэтому здесь мы стихиями прокачаемся посерьезнее. Рейтинг у нас вот такой. Обращу внимание, что пока что на первом месте человек 48 звезд. У нас было их 24, по-моему. То есть в 8 этапов. А здесь 16. В режиме испытаний 16 этапов. Давайте посмотрим, что тут за противники. Ага. Ну, ничего такого критического. Тоже. В принципе, ничего сложного. Гарпия 280. Понятно. Мы это уже видели. Это мы, по-моему, тоже видели. Гоблины. Тут, я так понимаю, на скорость. Давайте посмотрим. Или на количество. Возможно, их тут нужно убить 150 штук. Так, я сохраню свою схему. И попробую здесь сразу взять команду, которая для массовок подходит лучше. Это у нас горение. Не знаю, выживут они тут или нет, должны выжить. Если тут нужно 100-150 гоблинов замочить, то это, конечно, будет весело. Я так понимаю, что это именно так. Попробуем давайте сделать по-другому. Добавим здесь героя поддержки посерьезнее. Допустим, это будет Гуля. Тоже мы поставим ее на разлом, как вот этот вот гоблин. Ой, я не того заменил. Нет, того. Все правильно, Тию я хотел заменить. Тиамат, конечно, для танковки подходит здесь не очень. Тем более, что таких героев поддержки у меня здесь нету, чтобы ее держать на плаву. Ну, вы поняли, какие здесь этапы. Они здесь стали прикольные. Я же здесь не прохождение все-таки показываю, да? А то, что... А ну-ка, давайте я переведу. Чтобы понимать наверняка, что здесь 50 штук их надо все-таки победить. А нет, пройти уровень за 150 секунд. То есть тут просто время. Я думал, что их здесь будет 150 штук. Это было бы веселее. Но нет, их, наверное, будет штук там 30. Два босса. Тоже два босса, режим двух боссов. Кстати, здесь где-то у нас Гарпия была. Или это она и была. Здесь один босс. Здесь уже два. Уровень вырос. Здесь у нас, здравствуйте, Элисебра опять, наша любимая. Сагомирчики. Тоже обожаем сагомирчиков. Элисебра и Вориш. Этого я видел уже. Хвитар и Уша. Вампир и Скелет. Тоже двойной босс. То есть... У нас такие этапы, как были в обычном режиме, но только уже есть условия. Плюс, наверное, они все-таки усилены по характеристикам. Вот они, Гардрусы, все как было в обычном режиме. И в конце нас 3 босса ждут. Ну вот так вот кораблики изменились. Стало интереснее. Ну и титул, соответственно, получить, наверное, станет сложнее. Как видим, если поделить даже на 2, то это 2 минуты 49 секунд. То есть... Слабенькое время, тут, я так понимаю, еще не участвовали сильные игроки.
Хотя мы видим здесь владыку вселенной, 7,52. То есть здесь нас ждет серьезное испытание, соревновательное. А так, в принципе, все. Единственное, что теперь нас не будет раздражать вот этот вот забирание вот этих наград. Тут будет кнопочка забрать все. Она, в принципе, у нас уже тоже под конец события добавила. В общем, вот так. Хотел поделиться с вами вот этими вот изменениями в режиме корабликов. Стало, думаю, что веселее. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.